Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, почему нужно успеть до 24 апреля бросить щепоточку соли в окно, как это может повлиять на вашу жизнь, как в вашей жизни могут открыться возможности решиться все денежные вопросы. Поэтому обязательно не игнорируйте это видео, если оно, коли вам уже попалось на глаза, значит, это высшие силы, это Вселенная хочет, чтобы вы на данном этапе действительно сделали определенные изменения. И все ответы, друзья, будут в этом видео. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и хотя бы что-то начните делать, что мы с вами будем говорить в этом видео. Ваша жизнь, вы увидите, как начнет меняться. Итак, давайте разбираться, что же у нас такого произойдет и почему это нужно успеть сделать до 24 апреля. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующие волшебные слова, которые помогут вам сонастроиться с энергией Вселенной. Я, ваше полное имя, получаю удовольствие от обладания крупной суммой денег. Я имею потребности и интересы богатого человека. Пропишите, пожалуйста, вот именно эти слова в описании к этому видео. Не забудьте указать ваше полное имя, пожалуйста. Имя пишем с большой буквы и без ошибок. Мы понимаем, что Т9 эта функция, она иногда сделает зло, но будьте, пожалуйста, чуточку внимательнее, потому что когда вы игнорируете и неправильно пишете даже свое имя, соответственно, так вы отправляете себе вот такие вот посылы. Еще раз. Я, ваше полное имя, получаю удовольствие от обладания крупной суммой денег. Я имею потребности и интересы богатого человека. Истинно да будет так. Также, девочки и мальчики, мы хотим поблагодарить всех, кто к нам отправляет донаты, кто нас поддерживает. Вы знаете, очень-очень приятно. Мы вас благодарим и отправляем вам энергию изобилия вам обратно. Итак, друзья, что же нас с вами ожидает 24 апреля? У нас с вами ожидает полнолуние. Полнолуние у нас с вами, друзья, будут в знаке зодиака Скорпион. Обращаем ваше внимание, что полнолуние наступит в 2 часа 49 минут по московскому времени. Это полнолуние будет достаточно интересное, яркое будет полнолуние, и энергия этого полнолуние в знаке зодиака Скорпион дает нам, или, знаете, открывает нам глаза на те минусы в нашей жизни, на те негативные программы, которые каждый человек пытается притянуть в свою жизнь. Ну, например, если вы говорите постоянно «я не имею денег» или «я нездоровая», «я не богатая», и вы знаете, Вселенная это также вам это преподносит в жизнь как такой вот бонус или подарок. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно начните говорить правильные фразы. Кроме того, вам нужно обязательно до 24 апреля постараться убрать все то, что связано с негативом, все, что связано с кризисом, с апатией, с депрессией в вашей жизни. Да, очень тяжелая жизнь, да, может что-то не получаться, но и помните о том, пока вы игнорируете вот те знаки, те подсказки, которые идут в вашу жизнь, вам это будет сложно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что управителем полнолуния будет у нас с вами планета Плутон. И в конфигурации, которая проявится на небосклоне, она проявится Солнцем и Луной, к сожалению, будут запускаться опасные процессы для людей. Знаете, такие трансформационные процессы. И вы должны понимать и то, что именно это полнолуние покажет вам, в каких сферах вашей жизни образовался застой энергии. А значит, что пришло время? Пришло время сделать сознательно преобразование. Не пускать ни в коем случае ничего на самотек. Вам нужно прикладывать усилия и пытаться разрешить ту или иную ситуацию или проблему, которая есть в вашей жизни. Да, иногда это очень сложно, потому что вы должны понимать и то, что в любой ситуации, в которой вы оказались, не только вы сами этого захотели, но и определенные люди, потому что когда есть два человека, которые не слышат друг друга, не понимают друг друга и так далее,
создается дисбаланс, остается дисгармония. И в таком случае, вот пока два человека как минимум не проработают определенную кармическую ситуацию, какую-то ту ситуацию, которую они сами создали, и не осознают то, что они натворили, в их жизни, к сожалению, ничего не будет меняться. Кроме того, обращаем ваше внимание, что именно 24 апреля это день, когда обязательно освобождайтесь от прошлого, от того прошлого, которое вас тяготит, которое вас раздражает, которое несет в вашу жизнь какие-то не очень хорошие моменты. Далее обязательно убирайте все лишнее, то, что уже отстоялось, то, что вам не нужно, то, что вам мешает. Знаете, вот бывает очень часто так, что тяжело нести, но и жалко выбросить. Вот нужно избавляться от вот этого принципа, потому что далее жизнь будет разворачиваться достаточно интересно. Знаете, вот сейчас апрель-май идут подготовительные процессы на нашей планете, и многие люди, если не будут осознавать и понимать, что они делают, что они говорят, их немножечко потом потрясет. Поэтому, чтобы вас это обошло, чтобы вас это не касалось, вот этой негативные программы, старайтесь все воспринимать с любовью. Не получается что-то, возможно, не время, подумайте, изучите и так далее, и так далее. Кроме того, полнолуние будет и очень сильно влиять планета Марс. А Марс это на что будет делать в это полнолуние? Она будет усиливать амбиции людей, целеустремленность, конкуренцию. И вы знаете, именно эта планета, она активизирует точки кризиса человека, которые, знаете, с другой стороны могут являться и точками подъема, роста. Кроме того, вот это полнолуние будет поднимать какие-то болезненные вопросы. Например, чтобы перейти на новый этап в жизни человеку, что нужно убрать вот этот негатив. И многие люди, к сожалению, пока не готовы от этого избавляться. Вот знаете, вот тяжелый чемодан, вонючий, грязный чемодан, но я его буду нести. А вдруг мне когда-то что-то там пригодится. Убирайте также эту программу, она вам не нужна, мир очень меняется. И в тот момент, когда вам нужно, обязательно появятся люди, появятся ситуации, события, которые обязательно вам помогут. Даже некоторые люди пишут комментарии: ой, вот вы сказали, вот будет то-то и то-то, а что мне делать, как это? Вы должны понимать то, что Вселенная, она любит каждого человека, потому что тот человек, который пришел на эту планету, да и во Вселенной, Вселенная всех любит, и она никого не оставляет, она всегда всем помогает. Но здорово, когда вы умеете с ней общаться, когда вы ее опросите о том, что вам нужно, и Вселенная вам через знаки, через подсказки, через людей, через какие-то события, которые очень важны для вас, она обязательно вам поможет. Поэтому не игнорируйте то, что может приходить в вашу жизнь. И, конечно же, постарайтесь до 24 апреля провести следующую волшебную практику, благодаря которой вы сможете избавиться не только от застоявшейся энергии, но также и от неудач, от каких-то болезненных ситуаций, которые вас сейчас тревожит, и вы не знаете, как от этого убрать. Эту практику мы с вами будем проводить буквально с солью. А вы знаете, что соль, она может защищать от очень сильного и даже разрушительного негатива. Она может убирать посыл зависти, ненависти, даже порчу. Как вы знаете, соль, она настолько сильна, что ее можно использовать для оберегов. Конечно же, с ней связаны многие правила, приметы, традиции, обряды. Но, что очень важно, она способна менять жизнь человека, который обращается к ней за помощью, при этом, как правило, только в лучшую сторону. Она может притягивать счастье, удачу, благополучие, деньги, а также открывать каналы для принятия светлых энергий. Соль способна и восстанавливать энергетический баланс, укреплять биополе и возвращать потерянные силы. Соль имеет способность наполнять дом положительной энергетикой и убирать накопившийся негатив. Но важно знать, как ее использовать себе во благо, и тогда вы сможете обзавестись всем, чем только пожелаете, и вы сможете избавиться от любого негатива.
Вы знаете о том, что наши предки с большим уважением относились к соли, дорожили ней, использовали только в самых крайних случаях, потому что у них не было возможности использовать ее на постоянной основе, так как достать ее в любой период времени, а также в неограниченных количествах было практически невозможно. И у нас с вами в современном мире проблем таких нет. Мы имеем возможность купить ее в любой день недели, в любом магазине. Как вы знаете, соль бывает разная, и мелкая, и крупная, и гималайская, морская соль, и все они имеют свою энергетику, которая не похожи между собой. Если нужна вам огромная энергетическая сила, то для этого нужно смешать несколько видов соли между собой, и таким образом вы сможете решить все свои проблемы, даже те, которые преследовали вас на протяжении долгого периода времени. Запомните, соль – это незаменимый энергетический помощник с уникальными энергетическими свойствами. Далее, друзья, мы с вами поговорим о практике, которая поможет вам избавиться от проблем, неприятностей и даже бед. Но эту практику обязательно проведите до 24 апреля, потому что в этот период времени очень сильное энергетическое воздействие на всех людей из-за того, что Луна у нас с вами растет, а значит, мы можем убирать все то, что нам мешает. Как вы видите, практика, о которой мы далее поговорим, она очень простая, но, друзья, она очень действенная. Проделав ее, вы сразу увидите, как ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Вас будут окружать только приятные события и светлые энергии. Кроме того, ее можете проводить в любое время в течение указанного периода. Итак, для проведения данной практики вам понадобится крупная и мелкая соль, также 3 щепоточки ромашки, 7 щепоточек крапивы и 3 палочки корицы. Если у вас ничего нет в арсенале, то хотя бы, чтобы у вас была крупная соль, и возьмите тогда 3 лавровых листа и их раскрошите на мелкие кусочки. И возьмите 3 свечи. Итак, первым делом, как вы будете приступать к практике, еще раз повторимся, эту практику вы можете проводить в любой день, в любое время до 24 апреля. Настройтесь на положительный лад. Отпустите все прошлые неприятности. Начните думать только о хорошем и о том, что вы избавитесь очень скоро от всех проблем, которые мешают вам спокойно жить. Готовность вас должно быть тому, чтобы приступать к ритуалу, вы почувствуете уже на энергетическом уровне. Итак, когда будете готовы, зажгите свечи, установите их на одинаковом расстоянии друг от друга, так, чтобы между ними можно было установить блюдце. И на него насыпьте 3 щепотки правой рукой крупной и 3 щепотки мелкой соли. Если у вас нет мелкой соли, то тогда 3 щепотки только крупной соли. Затем возьмите одну свечу и с ней смешайте соль между собой, проговаривая такие слова: энергия соли между собой смешаю, у нее помощь попрошу, и все негативные события с ее помощью из своей жизни удалю. Проговорив эти слова, верните свечу на место. Соль наша должна пробыть на протяжении 7 минут. А вы в этот период наберите кастрюлю проточной воды и киньте в нее приготовленную ромашку, крапиву. Вновь возьмите свечу, только другую, и в ней в воде сделайте 3 круга. При этом проговаривайте такие слова: эта вода энергетически сильна, на многое способна, на помощь мне придет и все неприятности, проблемы и беды с меня уберет. Проговаривая слова, свечу верните на место. Если у вас нет этих трав, тогда используем лавровый лист. Следующим этапом от 3-й свечи поджигайте по очереди палочки корицы, окуривайте себя и проговаривайте такие слова: счастье к себе привлекаю, сильная энергия корицы, биополе свое заряжаю, проблемы все прочь уйдут, а приятные события на их место придут. И на каждую палочку корицы должны быть трижды сказаны эти слова. Далее палочки отложите в сторону, возьмите наше блюдце с солью, сыпьте его в свою левую ладонь, далее откройте окно и выбросите соль. При этом трижды скажите такие слова: все проблемы с этой солью выбрасываю, от них себя избавляю, теперь только благополучие, стабильность и удачу привлекаю, и жизнь с нового листа начинаю. Проговорив эти слова, сразу же закройте окно. После этого сначала левой ладонью сделайте над свечами
локтями 3 круга по часовой стрелке, а затем то же самое проделайте правой ладонью. Это поможет вам убрать полностью весь негатив и открыть каналы для принятия светлых энергий. Затем возьмите приготовленный раствор и ополосните с ним. При этом проговаривайте такие слова: биополе свое укрепляю, энергии равняю. Это мне помогает, энергии положительные привлекает, вода силой своей наполняет и проблемы прежние позади оставляет. Далее не обтирайтесь, высохните сами. Если свечи догорели, выбросите их. Если нет, дождитесь, пока сгорят полностью. Далее соберите палочки корицы, выйдите на улицу и выбросите их в разных местах под разные деревья. И после проделанного ритуала ваша жизнь начнет очень быстро меняться в лучшую сторону. А все прежние проблемы останутся далеко позади, даже те, от которых вы на протяжении долгого периода времени не могли избавиться. У вас начнут происходить приятные события, которые будут вызывать только хорошие эмоции. И вы начнете излучать светлые энергии, они начнут вас окружать. А вы знаете, что мы притягиваем в большем количестве все то, что нас окружает. А чем больше положительных энергий будут нас окружать, тем удачнее и счастливее будет складываться ваша жизнь. Так что попробуйте провести эту практику, не игнорируйте наши советы, друзья, и ваша жизнь может кардинально измениться в самое ближайшее время. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.